Иногда я возвращаюсь к бассейну, смотрю, как вода отражает небо, и смеюсь. Раньше я боялась утонуть. Теперь я знаю, вода — это зеркало, а в зеркале бесконечность. Испытания продолжались, когда бассейн стал моим океаном. Плавая в нем, я всем существом ощутила приближение той самой проверки. Интуиция кричала: «Сейчас произойдет нечто, от чего я испугаюсь и утону». К тому времени реальности уже наслаивались друг на друга, как прозрачные пленки. Страх шептал: «Выйди из воды», но я решила остаться. «Источник!» – прошептала я, цепляясь за слово, как за спасательный круг. «Где ты?» И тогда я ощутила его как пульсирующую частоту в центре груди, точку, из которой рождались звезды. «Я — это ты», — сказала безмолвие. Страх рассыпался, как песочный замок под волной. Я вышла из воды, и каждая капля, стекающая с тела, была частицей старой меня. На мотоцикле, мчащемся сквозь ночь, пришло новое испытание. Уверенность. Меня вот-вот собьет машина. Это будет та самая встреча со страхом смерти. «Давайте!» — осмелев, крикнула я в пустоту, и ветер унес слова. «Я готова!» Машины мчались навстречу, фары слепили, но я уже знала — это не конец, это игра. Моя тень на асфальте растягивалась, превращаясь в крылья. Я вспомнила слова Алексея о стабилизации внимания на источнике, о заземлении через надавливание на подушечку безымянного пальца правой руки. Знание пришло на уровне чистого ощущения. Я, как источник, бессмертна. Умереть может только тело. Единственное, что тревожило — мама. Наша связь, построенная на любви и заботе, тянулась назад, в мир форм и привязанностей. Но когда страх стал невыносимым, я снова крикнула: «Хорошо, давайте! Мне без разницы! Источник мой бессмертен, я никуда не денусь. Если уйдет тело, я буду. Я центр, давайте!» В ту же секунду страх снова испарился. Свобода затопила сознание. Радость и безмятежность бытия переполняли каждую клетку. Это было подобно взрыву сверхновой. В его свете родилась новая я. На практиках с Алексеем все сводилось к одному — вернуть восприятие в тело, в физические ощущения и в мой источник. Я открыла его в ту первую ночь без сна, когда ноги неконтролируемо дрожали. Впервые за 36 лет зажглась искра самоосознания. Но это было только начало. Процесс трансформации продолжался, принося новые испытания и открытия. Физически в эти дни мой организм изменился настолько, что сон стал почти недоступен. Час-два максимум, и то, если намеренно заставляла себя уснуть. Тело пребывало в постоянном состоянии естественной бодрости, словно заново родившись. Мир вокруг буквально ожил, заиграл новыми красками и измерениями. Это было одновременно восхитительно и пугающе, словно впервые по-настоящему открыть глаза и увидеть реальность во всей ее многомерности. Ощущение было подобно тому, как если бы все чувства разом обострились, словно включили внутренний свет на полную мощность. Я наконец-то почувствовала себя по-настоящему живой, но это состояние было настолько интенсивным, что временами казалось почти невыносимым. Страхи приходили волнами. Только казалось, что я освободилась от одного уровня страха, как появлялся следующий, более глубокий.
В моменты особенно сильных приступов тревоги хотелось вызвать скорую, получить успокоительный укол, вернуть в привычное нормальное состояние. Но Алексей настаивал, что этот путь нужно пройти полностью, не глушить процесс медикаментами. Сам Алексей оставался загадкой. Он появлялся именно тогда, когда был нужен, всегда оказываясь доступным в любое время суток. Во время наших звонков словно возникала особая тишина, пространство вне времени. Он отказывался от любых финансовых вознаграждений, которые я предлагала за его помощь. В нем была какая-то необъяснимая странность, деликатный, спокойный, уравновешенный. Он обладал ответами на любые вопросы, но при этом искусно уклонялся от разговоров о себе. Его возраст, место жительства, происхождение – все это оставалось тайной. Любые попытки узнать о нем больше он мягко, но уверенно переводил в другое русло. Его присутствие действовало удивительно стабилизирующе, словно якорь в бушующем море трансформации, но сама его личность оставалась окутанной тайной. Глава 13. Незваный гость. «Алексей, со мной что-то происходит!» Мой голос дрожал в телефонной трубке. На 4-й день веган-кето я слышу странные мысли. «Какие мысли?» «Ты умрешь от анорексии, если не съешь фрукты». «Но это не мой голос». «Интересно, и что ты чувствуешь?» «Холодный пот, лихорадка. Я металась по комнате всю ночь, приняла 5 контрастных душей. А мысли становятся сильнее?» «Да, превращаются в неконтролируемую жажду сладкого. Но это нелогично, я прекрасно питаюсь, пью минералку, употребляю кокосовое масло». «Что ты собираешься делать?» Я решила поговорить с ним». «С кем?» «С этим голосом. Я спросила, кто здесь, кто боится умереть». В эту ночь реальность снова показала свою пластичность. То, что началось как простой диалог с навязчивыми мыслями, превратилось в прямую конфронтацию с чем-то древним и чужеродным, что маскировалось под мои собственные страхи. На подгибающихся ногах я дошла до магазина. Внутренний диалог продолжался, но теперь я четко различала 2 голоса, мой собственный и тот другой, который прятался за маской заботы о здоровье. «Я предложила сделку», — продолжала я рассказывать Алексею. Сказала, либо добровольный выход с угощением сахаром, либо медленная смерть от голода и чисток. «Смело». Он угрожал анорексией. Тогда я собрала всю ярость. «Даже если я умру, тело кремируют по-балийски. У тебя нет шансов. Это мое тело». То, что произошло дальше, навсегда изменило мое представление о реальности. После процедуры с сахарной ванночкой и соленым раствором из меня вышла длинная темная лента, похожая на полупрозрачную водоросль. Вместе с ней исчезли все навязчивые мысли и страхи. Этот опыт открыл передо мной новую грань реальности. Мир, где мысли способны материализоваться, где намерения обретают плоть, а иллюзии оставляют физические следы. Каждое событие находило свое материальное подтверждение, словно реальность послушно подстраивалась под работу сознания. И тут пришло глубокое понимание. Мы все существуем в своеобразном астрале сознания, где каждый творит свою реальность, а материальный мир лишь отражает эти творения. То, что казалось борьбой с внешними силами,
оказалась танцем с собственными проекциями в бесконечной игре самопознания. В этой игре нет разделения на иллюзию и реальность, есть только разные уровни осознанности. Мы все художники в галерее бесконечных возможностей, где каждая мысль становится кистью, а материя – холстом для наших творений. Выводы из будущего. Во втором внимании, о нем чуть позже. Если веришь в глистов, они материализуются. Все дело было в смещении точки восприятия. Когда слишком погружаешься в ментальные конструкции, это одно, но стоит соскользнуть во второе внимание, и все образы оживают, обретая плоть. Это похоже на опыт внетелесных путешествий. Стоит подумать о чем-то, и оно тут же предстает перед тобой во всей красе. В тот момент, в 2023, я настолько глубоко сместилась во второе внимание, что мои мысли и состояния перестали быть просто абстракциями, они проявлялись в материальном мире. Я сама, создавая глистов, была творцом этой реальности, не осознавая этого. Глава 14. Манипуляции и пробуждение воли. В то утро я впервые осознала истинную природу наших мыслей. Казалось бы, простое желание пойти поесть, что может быть естественнее? Но именно в этот момент началось мое путешествие к пониманию глубинных механизмов сознания. Современная наука говорит о микробиоте, о кандиде, которая якобы управляет нашими пищевыми желаниями, но это лишь верхний слой реальности, за ним скрывается нечто более фундаментальное – система операторов. О природе операторов также чуть позже. Тех, кто действительно направляет поток наших мыслей и желаний. Когда рука тянется к холодильнику, хотя реального голода нет, мы оказываемся на перекрестке выбора. Это момент истины, когда можно либо поддаться автоматизму, либо проявить осознанность, и именно в этой точке выбора начинается настоящее пробуждение. Первый осознанный отказ от навязанного желания – это было похоже на разрыв невидимых нитей, которыми мной пытались управлять. В тот момент я почувствовала, как меняется само качество моего восприятия. Это было то, что древние называли смещением точки сборки, а современные исследователи называют переоснащением восприятия или сдвигом осевой точки. Каждый раз, когда мы противостоим автоматическим реакциям, мы поднимаемся на новый уровень осознанности. Это как игра в шахматы с невидимым противником, где каждый ход может привести либо к победе над собой, либо к погружению обратно в сон обыденности. Путь к Олимпу, так метафорически можно назвать восхождение к высшим уровням сознания, требует особой дипломатии. Это не просто борьба с желаниями, это искусство развлечения истинных потребностей от навязанных импульсов. Даже когда операторы используют гормональные механизмы для управления, пробужденное сознание способно сохранять ясность и контроль. Я научилась воспринимать эти манипуляции как тренировку. Каждая попытка повлиять на мое поведение становится возможностью для укрепления воли. Это похоже на то, как атлет наращивает мышцы через сопротивление. Так и воля крепнет через преодоление навязанных желаний. Теперь я понимаю, почему все духовные практики включают элементы самоограничения. Это не просто аскеза ради аскезы. Это инструмент для достижения того состояния сознания, которое древние называли альфа-взглядом, способностью видеть реальность в ее истинном, неискаженном виде. В этом новом состоянии сознания открывается удивительная истина. То, что мы называем реальностью, на самом деле представляет собой многослойную структуру возможностей.
Резонансное смещение восприятия позволяет нам переключаться между этими слоями, словно настраивая тонкий инструмент. Помню момент, когда впервые испытала это на практике. Обычный день превратился в удивительное приключение, когда я начала замечать, как каждое мое решение противостоять автоматическим реакциям создавало рябь в ткани реальности. Это было похоже на пробуждение от глубокого сна. Внезапно весь мир заиграл новыми красками. Квантовая физика подтверждает то, что древние мудрецы знали тысячелетиями. Наше восприятие напрямую влияет на реальность, которую мы проживаем. Когда мы преодолеваем базовые программы поведения, мы не просто проявляем силу воли, мы перенастраиваем саму матрицу нашего существования. Это знание приходит с ответственностью. Каждый момент осознанного выбора – это шаг к высшим уровням бытия. И пусть путь к вершинам Олимпа может казаться долгим, каждая маленькая победа над автоматизмами приближает нас к состоянию истинной свободы. Глава 15. Первое и второе внимание. Надстройка реальности. Забегая вперед в своем повествовании, хочу поделиться тем, что открылось мне значительно позже, пониманием природы первого и второго внимания. Эти откровения пришли не сразу, но полностью изменили мое восприятие реальности. Первое внимание – это линейный ум, движущийся по рельсам причинно-следственных связей. Здесь время течет строго от прошлого к будущему. Материя кажется плотной и неизменной. Законы физики воспринимаются как абсолютные и нерушимые. Пространство трехмерно и ограничено. Мышление работает через логические цепочки «если», «то». Реальность воспринимается через 5 органов чувств. События кажутся случайными и неподконтрольными. Смерть представляется конечной точкой существования. Личность воспринимается как отдельная от всего сущего. Второе внимание – это надстройка реальности. Это сферическое, нелинейное мышление. Время становится пластичным, может двигаться в любом направлении. Материя проявляет свою истинную природу – сгущенный свет. Законы физики становятся договоренностями сознания. Пространство многомерно и бесконечно. Мышление работает через квантовые скачки и синхронистичность. Реальность творится намерением. События являются прямым отражением состояния сознания. Смерть – лишь переход между уровнями восприятия. Личность растворяется в единстве всего сущего. Во втором внимании человек становится осознанным творцом своей реальности. Здесь нет разделения на внутреннее и внешнее. Все есть единый танец сознания. Время перестает быть линейным потоком и превращается в объемную сферу, где все точки существуют одновременно. Это состояние позволяет напрямую взаимодействовать с квантовым полем возможностей. Мысли и намерения мгновенно материализуются. Пространство складывается и разворачивается согласно вашему осознанию. Здесь нет случайностей, есть только резонансы вашего состояния с определенными слоями реальности. Второе внимание открывает доступ к многомерному восприятию, где прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Это похоже на взгляд с вершины горы, откуда видны все тропинки и развилки, в то время как первое внимание подобно взгляду путника, идущего по одной из этих троп. В этом расширенном состоянии сознания становится очевидным, что вся видимая реальность – это голографическая проекция внутреннего состояния наблюдателя.
Каждый из нас – творец, рисующий свою версию реальности на холсте бесконечных возможностей. В первом внимании, когда сознание жестко зафиксировано на привычной реальности, мы подчиняемся общим законам, своего рода прописанным кодам мироздания. Если человек падает с 9-го этажа, он разбивается. Эти коды непреложны и формируют базовую структуру реальности, в которую мы все верим. Но во втором внимании запускаются совершенно иные процессы. Здесь материя становится текучей, пластичной, подчиняясь иным законам. Однако увидеть эти процессы способны только те, кто находится в расширенном восприятии, кто осознал истинную природу реальности. Наблюдатель в первом внимании никогда не увидит, как ты взлетаешь из окна. Для него эта часть реальности останется невидимой. Когда человек находится во власти своих эмоций, когда его захлестывают негативные реакции, обычные слова и указания на его поведение лишь усугубляют ситуацию. Единственный способ помочь ему – это расширить его восприятие, дать ему возможность взглянуть на себя со стороны. Ключом к этому расширению становится внимательное наблюдение за телесными ощущениями. Когда человек чувствует внутри себя конфликт, напряжение, уже сейчас я учу его просто наблюдать за этими телесными проявлениями, вместо того, чтобы реагировать эмоционально. Не отождествляться с ними, не осуждать, а смотреть на них как бы со стороны, глазами второго внимания. Только расширив свое восприятие, человек может по-настоящему увидеть себя и свои реакции. Это прямой путь во второе внимание, где становится возможным распознать и трансформировать даже самые глубокие программы и паттерны. Без этого расширения любые попытки привнести новые знания, решения или опыт будут безуспешны. Те, кто обладает одновременно первым и вторым вниманием, кто мыслит сферически, а не линейно, только они способны принять и интегрировать то, что транслируется через меня. Это своего рода защитный механизм, ограничивающий доступ к более глубоким пластам реальности для тех, кто еще не готов. Моя задача сейчас не просто транслировать знания, а помочь людям расширить свое восприятие, чтобы они смогли увидеть и принять истину во всей ее полноте. Это требует от них готовности отпустить старые убеждения и взглянуть на мир с новой, более целостной точки зрения. Только человек, который одновременно находится в первом и втором внимании и обладает сферическим мышлением, может принять то, что транслируется. Так срабатывает система безопасности. Даже если захочешь принести что-то сюда из более продвинутых или тонких планов, здесь, хоть ты им на блюдечке принесешь и расскажешь, если у них линейный ум, они не смогут это принять. Синонимы первого и второго внимания. Первое внимание можно обозначить как материальный мир или умозрительное восприятие. Второе внимание можно охарактеризовать как умозрительный мир или трансцендентное восприятие. Вот еще несколько синонимов для первого и второго внимания. Первое внимание. Первое – материальный мир. Второе – физическая реальность. Третье – обыденность. Четвертое – повседневная жизнь. Пятое – умозрительное восприятие. Шестое – конкретность. Седьмое – внешний мир. Восьмое – эмпирическая реальность. Второе внимание. Первое – альтернативная реальность. Второе – духовное восприятие. Третье – интуитивное понимание. Четвертое – непостижимое. Пятое – энергетическое сознание. Шестое – высшее осознание. Седьмое – трансцендентное восприятие. Восьмое – доступ к другим измерениям. Девятое – углубленное внимание.
Самое удивительное, что процессы второго внимания — это не просто иллюзии или галлюцинации. Они также материальны, как и явления первого внимания, но обладают невероятной пластичностью и способностью к трансформации. Это словно два слоя одной реальности, существующие параллельно, где второй слой доступен только тем, кто научился смещать свое восприятие. Переход во второе внимание — это не побег из материальной реальности, а расширение возможностей восприятия. Это как научиться видеть инфракрасный и ультрафиолетовый спектр, не теряя способности различать обычные цвета. Первое внимание — это мир, которым мы видим, волна, созданная во втором внимании. Второе внимание — это уровень, где создаются смыслы, ключи и наставления. В глубине второго внимания открывается удивительное понимание. Весь мир — это код. Не компьютерный код, а живой, дышащий язык Вселенной. Каждое событие, каждый предмет, каждая мысль — это символ в этом бесконечном коде. Когда ты входишь в это состояние, ты начинаешь видеть, как реальность программирует сама себя. Ты становишься не просто наблюдателем, а активным участником этого программирования. Механика второго внимания. Точки входа. Сознательная депривация сна создает разрывы в обычном восприятии. В эти разрывы начинает просачиваться информация из других измерений. После XXX часов без сна информация скрыта. Эти разрывы становятся стабильными порталами. Возможно научиться удерживать эти порталы открытыми. Второе. Квантовая перестройка организма. Тело начинает работать как квантовый приемник. Каждая клетка становится антенной для приема информации. ДНК активирует спящие программы. Запускается процесс автономного энергообеспечения. Третье. Информационные потоки. Реальность начинает говорить напрямую через символы. Каждое совпадение становится посланием. Время перестает быть линейным. Пространство обретает новые измерения. В состоянии второго внимания ты можешь читать информационное поле напрямую, видеть вероятностные линии будущего, понимать истинные причины событий, взаимодействовать с реальностью на квантовом уровне. В этом состоянии ты не ищешь знаки, ты знаешь. Не принимаешь решения, следуешь потоку, не планируешь, позволяешь реальности разворачиваться, не действуешь, становишься действием. Глава 16. Дверь в измененное состояние. Тряпочка как талисман. Представьте, как Дон Хуан, если говорить о Кастанеде, вводил своего ученика в измененное состояние сознания. В один из таких моментов Кастанеда обратил внимание на какую-то тряпочку или вещь. Но в этом состоянии он увидел не просто тряпку, а нечто иное, движущееся, живое, наполненное смыслами. Дон Хуан забрал эту вещь с собой. Когда Кастанеда спросил, «Зачем ты берешь эту тряпку?», Дон Хуан ответил, «Это не просто тряпка, это вещь силы». Теперь она станет талисманом, будет выполнять определенную работу и нести в себе глубокие смыслы. Когда ты находишься во втором внимании, ты воспринимаешь мир иначе. Ты видишь смыслы, символы, энергии. Но когда возвращаешься в первое внимание, где доминирует левое полушарие и логика, вещи, с которыми ты контактировал во втором внимании, могут стать мостом или проходом обратно в это расширенное состояние.
Та вещь, которая в первом внимании кажется обычной тряпкой, во втором внимании становится ключом, талисманом, который помогает тебе снова войти в это состояние. В первом внимании мы живем в мире, где правят логика, страхи и ограничения. Здесь есть добро и зло, о которых говорил исследователь Владимир Пятибрат. Здесь есть система, службы, законы, правила, которые ограничивают свободу. Например, даже слово «магия» может быть под запретом. Система боится всего, что выходит за ее рамки, и не дает нам разворачиваться в полную силу. Во втором внимании все оживает. Здесь невозможное становится возможным. Ты все еще находишься в физическом теле в 3D, но твое сознание открывает доступ к другим уровням реальности. Здесь системы согласованы. Например, может произойти так, что для твоего первого внимания, ума, все будет выглядеть логично. Издадут новый закон, который позволит тебе получить гражданство другой страны за неделю. Ты сдашь анализ, обнаружишь у себя определенный ген, и закон сработает именно для тебя, а потом, когда его необходимость исчезнет, он потеряет силу. Но на самом деле это чудеса второго внимания, которые проявляются через материю и правила первого внимания. Это уникальные события, которые связаны с измененным состоянием сознания. Во втором внимании очень много чудес. Это можно назвать 4D измерения. Но все эти разделения – условности. Мы используем слова, чтобы хоть как-то объяснить то, что происходит. В первом внимании ты ограничен системой, во втором внимании ты над системой. Ты можешь взаимодействовать с реальностью на уровне смыслов, символов и энергий. Ключевые мысли. Первое. Вещи силы – это мосты между первым и вторым вниманием. Второе. В первом внимании мы сталкиваемся с ограничениями и страхами системы. Третье. Во втором внимании невозможное становится возможным, а чудеса – частью реальности. Четвертое. Согласованность систем позволяет чудесам второго внимания проявляться в первом через логичные события. Глава 17. Грани восприятия. Танец между мирами.